Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Я снимаю с другой камерой. Я вообще консерватор и очень долго меняю привычки. Тем более, что сейчас техника такая нужна. Понять, нужно копаться в этом новом телефоне. Для связи у меня замечательный телефон. Но для съемок я настолько привыкла к своему старому Самсунгу. Ну, старый он не прям старик. Но, скажем так, год-полтора с чем-то есть. Но каждый раз мода меняется. Приходят новые телефоны, новая техника, новые камеры. А там уже просто батарея не тянет. Уже как бы слишком часто включается, слишком много эксплуатируется. И я решила взять другой телефон с другой камерой. Это, можно сказать, пробные съемки. Так что, если что-то не так, не обессудьте. Но должно быть, в принципе, по идее, должно быть как надо. Теперь, каледовать. Каледа, если уж коротко. Каледуния, каледунница. По-разному называли этот даже не праздник, а обряд, ритуал. Почему именно каледовать, почему именно святки, почему именно Рождество, рождественские гадания, это все в одну кучу свалено. Друзья мои, когда народы принимали ту или иную веру, неважно, христианскую, исламскую веру, то свои языческие обычаи, обряды, многобожие, свои поверья там и прочее, они не очень хотели оставлять. Уж тем более традиции, праздники. И новые религии приходилось идти им навстречу. То есть переделать, подделать старинные праздники под христианские праздники. И вот отсюда и возникли вот различные выражения, как святочные гадания, рождественские гадания, да, святки. Как бы святые дни. Дни, когда вот прям начинается какой-то там период святых дней, потом аж до крещенских морозов. На самом деле это все языческие обряды. Даже купание в проруби – это тоже языческий обряд, который христианство взяло себе как бы на вооружение. Даже благословение воды, крещенская вода, которая никогда не портится, можно эту воду хранить целый год, она сильная. Почему? Потому что в этот период особенно вода сильнее всего насыщена серебром, аргентум. И серебро помогает воде оставаться, то есть хранить свою свежесть, улучшает качество воды и так далее. Много хитростей, которые мы с вами не знаем. Ну, например, древнеегипетские жрецы знали, когда будет затмение солнца, и поэтому заранее говорили народу, что вот если народ, значит, будет не щедр по отношению к храмам, то боги разгневаются и закроют солнце. Народ не обращал на это внимания. Через пару дней действительно солнце закрывалось, и люди бегом все, что имели, относили в храмы. Именно поэтому такие древние знания, сакральные знания, некоторые знания и банальные, просто законы физики, в любом случае держались в тайне. Вот отсюда и выражение, кто владеет информацией, владеет миром. То есть ты знаешь нечто такое, чего другие не знают, и можно это использовать во благо себе. Вот это относительно каледования, относительно крещенских купаний и прочее. Теперь, откуда это все возникло? Дорогие друзья, вот этот период зимы считался особенным. Считалось, что в эти дни открываются врата. Врата, и из мира духов приходят предки.
Приходят предки под видом животных. Приходят предки, маскируясь бедняками, маскируясь детьми. Приходят, чтобы проверить своих потомков, насколько у потомков есть душа, сердце, насколько они не затеряли свою доброту, гостеприимство. И чем более щедро они одаривали гостей, которые пришли каледовать, тем больше получали весь год и блага, и урожая, и рожали коровы, и молока давали, и так далее. То есть хозяйство процветало, в основном это было сельское население. Ну и у купцов, ну и у ремесленников процветало, в общем, их дело, потому что они показывали, что они добры. То есть приходили нас испытывать, наши предки. И приходили они под видом кошки, собаки, нищего и прочее, прочее. И поэтому в эти дни, в эти недели считалось, что любой, кто бы не постучал в твои двери, даже враг, это не он, а кто-то, кто принял облик этого человека и пришел проверить, испытать тебя, насколько ты человеком остался. И по этой причине всех угощали, всех приглашали, ко всем хорошо относились и прочее, прочее. Каледование начиналось по-разному. В принципе, после Нового года сразу, но бывали, что времена, когда даты менялись. Это не суть важно, но когда Новый год пришел с Петром Великим в зимнее время, значит, когда сюда приделали Рождество, потом святки, святочные эти дни и так далее, все это в одну кучу, получилось, что как будто бы этот праздник один и тот же. То есть плавно протекает с Нового года и дальше. На самом деле это совершенно разные праздники с разными традициями, обычаями, но мы сегодня с вами будем проводить ритуал каледования на удачу. Вы можете этот ритуал провести в течение недели. Недели-полторы, где-то так. Это время, когда духи наших предков, именно предков, особенно сильны. Тем более, что я говорила вам, что в этом году чаще нужно обращаться к силам предков. У меня есть ритуал защита предков, защита пращура, да, родовое древо и так далее. Теперь, что это нам дает? Во-первых, духи предков, которые придут к нам домой, они увидят, насколько мы достойны, насколько мы достойно принимаем. Они нас благословят и на весь год будут нас оберегать, охранять от дурного глаза, от дурных людей, от внезапной неудачи и так далее. Весь год они будут нас оберегать, и весь год будут с нами в тот момент, когда они нам понадобятся, когда у нас будет какая-то там трудность. То есть мы задабриваем души наших предков, нашего рода на весь год. Это своего рода такой обряд новогодний, можно сказать, на весь год. Проводится в эти дни каледования. Дальше он не имеет смысла, он как бы не актуален. Что нужно для этого делать? Белая свеча. Причем здесь не важно, восковая это свеча или обычная, потому как белая свеча это просто именно свеча, это просто источник огня. Мы даем душам огонь. Далее благовоние. Тоже не суть важно, какое именно благовоние, потому как благовоние это сила земли, сила трав, сила цветов и питает душу. Я вам уже говорила, что для того, чтобы души или духи могли прийти в этот мир, нас послушать, нам порой своей энергии не хватает, и мы берем энергию дополнительную. Это
свечи, это благовония, это травы и так далее. Это все именно поэтому и участвует в ритуальной магии. Сейчас, секунду. Итак, благовония. Что должно быть на столе? На столе должен быть мед, водка, а все остальное это ваше желание, ваша фантазия. Сладости в основном, сладости, орехи. Вот сладости, то есть курага, орехи. Но водка и мед это обязательно. После того, как вы провели, перенесите это на какой-нибудь поднос и поставьте на подоконник до утра. Утром это все просто выкинуть, потому как всю ночь духи питались энергией, питались молекулами еды. И это все уже обесточено, не актуально. Читать нужно 4 раза, поворачиваясь на все 4 стороны света. Вот берете в руки книгу теней, становитесь посреди комнаты, зажженная свеча, благовоние. Свечу можно использовать и в других ритуалах, не страшно. Значит, и читайте, поворачиваясь на каждую сторону света, по одному разу читайте. После чего гасите свечу, берете это все, ставите на подоконник до следующего дня. И на следующий день это все просто выкидываете. И во время чтения могут быть головокружение, ощущение такое, как что-то присутствие и прочее. Ну, бояться не следует, поскольку вы должны знать и помнить, что вы вызываете своих предков. Естественно, они вам дадут себя почувствовать. Итак, поворачиваясь на сторону света, то есть на каждую сторону, 4 раза читаем. По одному разу поворачиваясь. А что после делать, я вам уже сказала. Души моих родичей, придите, на мой зов явитесь. Священную ночь отзовитесь. Навь и явь раскройся, мир духов откройся. Врата распахнитесь, души родных явитесь. Примите подношение, берите угощение. Я вас почитаю, за стол приглашаю. Защитите свое потомство. Дайте нам весь год жить, да не тужить. Под вашей защитой быть. Сытно есть, сладко жить. Деньгами быть богатой. Имущество сохранить и приумножить. Предков славить, да пращуров благодарить. Быть мне доброй душой, быть мне щедрой рукой. Другим помогать, о себе не забывать. Духи Навии, духи Дивии, вместе с моими предками угощение примите, а меня весь год благом наградите, от злых чар сберегите. Предкам вечная память, духам вечная слава, а мне добрая доля. Истинно так. Еще раз прочитаем. Души моих родичей, придите, на мой зов явитесь. Священную ночь отзовитесь. Навь и явь раскройся, мир духов откройся. Врата распахнитесь, души родных явитесь, примите подношение, берите угощение, я вас почитаю, за стол приглашаю, защитите свое потомство, дайте нам весь год жить, да не тужить. Под защитой, под вашей защитой жить, быть. Сытно есть, сладко жить, деньгами быть богатой, имущество сохранить и приумножить. Предков славить, да пращуров благодарить. Быть мне доброй душой, быть мне щедрой рукой. Другим помогать, о себе не забывать. Духи Навии, духи Дивии, вместе с моими предками угощение примите, а меня весь год благословите. Благом наградите, от злых чар сберегите. Предкам вечная память, духам вечная слава, а мне добрая доля. Истинно так. Немного устала, поэтому сбиваюсь. Кстати говоря, откуда традиция пошла наряжаться во всякие там
маски, надевать рожки козла, там, медведя облачаться и так далее. Вот именно отсюда поверье, что духи приходят в облике зверей, либо души родных приходят в обличие зверей, там, птиц и так далее, чтобы проверить, насколько мы остались доброй душой. Заслуживаем ли мы хорошей доли, заслуживаем ли мы их благословения, не будет ли им стыдно за наши поступки и за то, что мы делаем. Вот поэтому я вам все время твержу и говорю, что наши предки за нами наблюдают. И когда-нибудь мы будем наблюдать за нашими потомками. И пусть боги делают так, чтобы нашим предкам не было стыдно за нас, а нам не было стыдно за наших потомков. Всем удачи. Извиняюсь. Слово «каледа» или «каледовать» от слова «колдовать». Колдовство. Колдуем, потому что этому следует потом всякие гадания, призывы духов и так далее, что, впрочем, очень опасно, и об этом я вам говорила. Вот этого делать я вам не рекомендую, потому что в древние времена тоже не раз находили девушек, которые перед зеркалом умерли. Знаете такое слово «заразились»? Не от того, что заразились вирусом, а от слова «зараз». Один удар, и человек умер. Есть случаи, когда женщина перед зеркалом гадала, именно святочные гадания и прочие рождественские, на жениха. И оттуда рука очень сильно ударила ей по лицу. И лицо у нее скривилось. С большим трудом удалось чуть-чуть исправить, но она так и не вышла замуж. Не стоит шутить с зеркалами, не стоит шутить с гаданиями в это время, потому как открываются врата и приходят в мир и темные духи, и души предков, и бродячие души, и низменные духи и так далее. Открытый портал, открытое пространство. В это время снятся пророческие сны, в это время могут прийти ответы на вопросы, могут быть судьбоносные встречи. Вот где-то неделя с чем-то. Это именно вот это время называлось каледа или каледование, время каледования. Особое время, когда явь и навь соединяются, то есть мир духов и мир людей соединяются. И вот в это время люди поэтому загадывали желания, просили, кидали в речку мелочь, что-то там загадывали и говорили, ходили к какой-то бабке посмотреть судьбу, что ждет, сами делали девочки какие-то там призывы духов, а потом жалели об этом и прочее. С этим временем лучше не шутить. В это время лучше всего просто почитать предков, делать ритуалы на удачу, они особенно сильно получаются, и более ничего. Даже чистки особо не рекомендую в эти дни проводить. Можно, если прям сил нет, но не особо нужно. В это время как раз мир потусторонний, это не только мир мертвых, это мир духа, вообще тонкий мир. Он как раз вас слышит, и очень даже может быть, что если чем-то вы понравитесь, если вы, скажем так, ваша просьба придет по сердцу им, грубо говоря, чтобы понятнее было, да, для нас, то они вам помогут с этого времени поменять свою судьбу. Всем удачи, каледуйте на счастье себе.